Твоя крипта просто лежит без дела? А что если я тебе скажу, что она может приносить дополнительный доход, пока ты ее холдишь? Всем привет, вы на канале Алан Дэвис. Здесь мы рассматриваем тему инвестиций и способов заработка. Немного извиняюсь, что видеороликов не было давно. Немножечко приболел, но сейчас все окей. На канале мы уже говорили про накопительные счета, вклады и в том числе про криптовалюту. Также про парковку денег через вклады. Обязательно посмотрите видеоролики на моем канале. Ссылочка в подсказках. Они очень полезны и тебе пригодятся. Но сегодня мы вернемся к криптовалюте снова и копнем ее еще немножечко поглубже. Поговорим про локальные инструменты, которые нам могут помочь заработать дополнительные деньги в инвестировании. А конкретно сегодня мы обсудим стейкинг. Сегодня расскажу про что такое стейкинг, что это такое, как это работает и какие могут быть нюансы в этом вопросе. Поэтому смотри до конца. Так что же такое стейкинг? Если объяснять совсем простым языком, то стейкинг это тогда, когда ты отдаешь свою криптовалюту какому-либо проекту для того, чтобы он ей пользовался, взамен получая за использование вознаграждения, то есть свой процент. Примерно как банковский вклад в мире криптовалюты. Только вместо банка здесь есть блокчейн, и ты даешь свои монеты сети для того, чтобы она использовала их для подтверждения транзакций. А проект, в который ты вкладываешь, в частности в большинстве случаев это биржа, он просто делает этот процесс максимально понятным и простым для тебя. Просто нажимаешь пару кнопок и все. Ничего сложного. Важно понимать, стейкинг работает не со всеми монетами, но с большинством монет он работает. Впрочем, сейчас мы перенесемся к моему компьютеру, и я все досконально покажу, как и где и что. Что ж, давайте разберем стейкинг на наглядном примере. Для начала нам нужна биржа, через которую мы будем стейкать наши монеты. Вы можете выбрать децентрализованную биржу, любую из, если вы знаете, но все-таки я предпочитаю пользоваться централизованными биржами по типу OKX. Стейкинг есть на многих из бирж. И, кстати, видос по поводу бирж я уже делал, обязательно посмотри. Ссылочка в подсказках. Там я разобрал самые надежные и лучшие проекты по моему личному мнению. Обязательно зацени. А стейкинг на всех биржах находится обычно в одном и том же месте. Это EARN. Но тут есть важный момент. У нас есть как простой EARN, вот здесь вот, так и on-chain. Сам стейкинг находится во вкладке on-chain. Выглядит он примерно вот так вот. Сам интерфейс будет меняться, но в целом картина будет выглядеть примерно вот так. Это и есть самый настоящий стейкинг. Тут монеты конкретно используются для подтверждения транзакций в сети монеты, которую вы будете вкладывать. Но также есть и простой EARN. В данном случае наши средства будут использоваться конкретно для ликвидности на бирже. То есть, если вы вкладываете USDT, то ваши USDT будут использоваться, например, для выдачи плеч на фьючерсах и прочих различных вещей, которые находятся конкретно на этой бирже. Я эти инструменты объединяю в один, потому что они очень сильно похожи по своей структуре. Везде есть гибкий фиксированный вклад, везде есть проценты, и они примерно одинаковые. Да и в принципе список монет один и тот же. Так что выбирайте сами. Но все-таки рассмотрим тут конкретно стейкинг. Это on-chain EARN. Также в некоторых биржах есть какие-то свои программы. Например, здесь есть стейкинг эфириума. Как я понимаю, биржа продвигает эфириум и Sol для того, чтобы вы стейкали конкретно в эти монеты. Но все же основная тема находится у нас в on-chain EARN обзор. Здесь мы увидим все наши монеты, в которые мы можем вложить наши средства. А также напротив них мы видим ставку. Мы можем отсортировать по самой высокой и по самой низкой. Напоминаю вам, что ставки меняются каждый день, поэтому наблюдайте. Также, возможно, при прохождении KYC первый раз вы можете видеть вкладочку бонус. Опять же, это есть на всех биржах. Это обычно бонусная ставка, которая вам дается на первый вклад, скажем так. Как на финуслугах, про который я тоже снимал видеоролик, обязательно посмотри. То есть при первом вкладе вы получите некий бонус, но обычно он небольшой. APR меняется, если не каждый день, то раз в несколько дней, это точно. То есть эта ставка меняется в зависимости от трейдинга данной монеты. Если ей трейдят много, то ставка понижается. Если мало, то наоборот, ставка растет, чтобы привлечь ваше внимание. Также у каждой монеты есть срок. Гибкий и фиксированный. Гибкий – это тогда, когда вы можете вывести свои средства, тогда, когда захотите. То есть, например, если вы сегодня вложили $100, 100 USDT, то уже через 5 минут вы также можете их вывести. Правда, вы ничего не заработаете, но вас никто не заставляет их держать принудительно. В гибком сроке прибыль начисляется ежедневно. То есть, например, при вложенных $100 прибыль вы получите только если хотя бы один день продержите. Небольшую, конечно, но получите. То есть ставка ежедневная, скажем так. И она выплачивается каждый день. При фиксированном сроке вы вкладываете ваши средства на определенное количество дней. Вывести их раньше вы не сможете.
Но обычно и ставка на такие вклады выше. На данной бирже, опять же повторюсь, то, что на разных биржах могут быть разные условия. У нас сейчас нет фиксированных сроков, но вот на Binance, например, у нас есть монетка SOL. В Simple Earn у нас есть фиксированные проценты на определенный срок. То есть, как мы видим, если мы положим 1 SOL, грубо говоря, у нас есть как гибкий вклад 2.82%, но мы можем также положить его на 14 дней. То есть в этом случае мы не сможем пользоваться нашими средствами 14 дней и получим ставку 1,8% годовых. Вклады на 30, на 60, на 90, на 120 дней, то ставка тут больше, чем на гибком вкладе. Иногда это бывает выгодно. Правда, как я понимаю, биржа сейчас очень сильно педалирует тему конкретно гибких вкладов, потому что было очень трудно найти фиксированный вклад. Но будем называть их накопительными и вкладами, скажем так, как в банк. Для того, чтобы нам вложить средства, нам нужно всего лишь нажать на кнопку «Подписаться» на одной из бирж и после этого указать доступные нами средства. У меня, вот, например, есть $3. Я, честно говоря, не помню, откуда они здесь. То есть нам нужно ввести наши средства, и мы видим, сколько мы будем получать процентов годовых. 2,5. Это не очень много. Источник дохода, то есть сеть, в которой будут использоваться наши монеты для подтверждения транзакций или каких-либо действий. И приблизительный ежедневный доход. С бонусом, если он, конечно же, имеется. После этого нажимаете «Продолжить», ставите галочку, подтверждаете, и подписка оформлена. После этого ваши средства будут на счете пополнения использоваться в качестве USDT. У меня тут есть несколько монет, которые активно, скажем так, лежат и приносят мне доход, небольшую копеечку. Вот. Но это щиткоины, про которые я писал уже в своем телеграм-канале, ссылочка на который в описании. Не самый лучший актив, но вот так вот. И как мы видим, тут наши USDT. Вложены они именно в стейкинг. Вот наш источник дохода. И на данный момент они делегируются и будут использоваться в ближайшее время. Схема простая. Для начала находите DeFi или CEX биржу, в которой есть стейкинг. После этого пополняете ее. Способ пополнения я также рассматривал на своем канале. Обязательно посмотри мой видеоролик. Ссылка в подсказках также. Далее переводите средства на счет пополнения, потому что именно на этом счете находится On-Chain Earn и Simple Earn, то есть продукты стейкинга, или же, если проще, Earn. И после этого выбираете монету, которая по вашей логике должна будет расти в будущем, или с которой вы хотите получать дополнительную прибыль. Выбираете тип вклада, гибкий или фиксированный, подписывайтесь, и в принципе все. Ваши средства будут в стейкинге использоваться для подтверждения транзакций или же для ликвидности на бирже, в зависимости от того, что вы выбрали. Способов много, но в целом технологию я вам объяснил. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, потому что интерфейсы на разных биржах могут отличаться, как и бирж. В принципе, вот так. Теперь про риски. Говорю честно, как всегда. Первый главный риск – это волатильность. Если, например, ты стейкаешь какую-нибудь малоизвестную монету, то обычно, кстати, у таких монет очень высокие проценты каждый год. Они могут достигать от 100 до бесконечности. Эти ставки реально заманчивы, однако помни, что ты получаешь вознаграждение в валюте этой монеты. В количестве ты действительно получишь больше монет. Однако за это время курс может очень сильно упасть, что нередко для каких-нибудь малоизвестных щиткоинов. Вложив 100 монет, через год ты получишь 300 монет. Однако каждая из этих монет будет стоить намного меньше, чем тогда, когда ты вкладывал. Поэтому будь аккуратнее и вкладывай именно в те проекты, в которые ты веришь в долгосрок. Обычно на надежные проекты ставка очень низкая. Оно и не мудрено. Второй минус – это риск биржи. Если ты стейкаешь монеты на бирже, как, например, я показал в своем примере, то стоит выбрать одну из самых хороших. В подавляющем большинстве случаев стейкинг проходит именно на бирже. Есть, конечно, некоторые горячие кошельки, которые занимаются этим, однако по большей части стейкинг находится на биржах, особенно для простых пользователей. И помни, что биржа – это не твои активы, про что я уже упоминал в своем видеоролике про кошельки. И, следовательно, если биржа закроется, то тогда ты потеряешь все свои деньги. Об этом стоит помнить. Третий риск – это локап период. Если ты стейкаешь свои средства на локап стейкинге, то есть с фиксированным периодом, в таком случае эти деньги становятся для тебя недоступны, и ты не можешь купить эту монету, например, подешевле, если она падает. Это стоит учитывать. Четвертый нюанс – это API. Он всегда меняется. На гибких вкладах обычно API каждый день меняется. Он на самом деле зависит от того, насколько загружен рынок. Если рынок очень активный, то ставка меняется в меньшую сторону. Если же рынок падает, и монета не слишком популярна, API растет для того, чтобы привлечь клиентов. Это стоит помнить. Особенно на гибких вкладах это очень чувствуется. Каждый день может меняться ставка. Теперь немного поговорим про мое личное мнение к этому инструменту. Я считаю так, что если ты холдишь монеты в долгосрок, то это очень хороший инструмент, чтобы получать дополнительный доход со своих инвестиций. Если ты уверен, что тебе деньги не понадобятся, ты можешь брать
lock-up период для твоих монет, например, для биткоина или эфириума, которые я активно скупаю. Всегда стейкай именно в те монеты, которые ты веришь в долгосрок. Это очень важно, потому что я не вижу смысла стейкать малоизвестные щиткоины. Профита никакого, проценты получишь, потеря времени по факту. А также помни, что это лишь дополнение к стратегии, потому что стейкинг сам по себе не покрывает инфляцию. Хоть и является инвестиционным инструментом, однако его доходность очень низкая. Достаточно посмотреть только на процентную ставку биткоина. А так, в принципе, если на фоне биткоин лежит, ждет своего часа, то можно его и застейкать. Пускай используется. Небольшой, но стабильный процент сверху. Это всегда лучше, чем 0. Особенно если монеты стоят на одном месте и ничего не происходит. Но помни про безопасность обязательно и выбирай только хорошие проекты для стейкинга. Если видео было реально полезным, то ставь лайк. Это помогает каналу развиваться. А также подписывайся на канал и ставь колокольчик. Здесь выходят различные видеоролики про тему инвестирования, а также некоторые схемы заработка. Ну и полезные видеоролики тоже. Телеграм-канал также в описании. Там мои реальные результаты инвестирования в различные инструменты, а также некоторые мысли по поводу того, как я распределяю свои деньги. Деньги должны всегда работать на тебя. Просто помни это. До скорого.